Здравствуйте, здравствуйте, процветайте, дорогие человеки Земли. Листопад гранатов завершен. Отводочки, которые я обрезала где-то 1,5 месяца назад, они уже готовы. Вот один отводочек, вот он. И второй отводок готовы к тому, чтобы их пересаживать. Но прежде чем выкапывать, один отводок по заказу у меня, а второй я решила пересадить на солнечное место. Как я буду высаживать, сейчас покажу. На солнечном месте выкопала ямку. Причем эта яма, не ямка, а целая яма большая. Потому что глубина ее где-то 70-80 сантиметров. Я ее выкопала по краям. Вот у меня суглинки. Поэтому я суглинки выкопала из этой ямы. Уже дважды заливаю воду. Вот по 5 ведер воды уже второй раз. Так как у нас сильная засуха, дождик был небольшой. Промокло всего прошлой ночью 5 сантиметров. Но у нас есть водичка, и мы поэтому используем. Обязательно нужно хорошую влагозарядку провести. Когда эта вода впитается, я еще раз залью. Третий раз яма залита водой, и почти что вода вся впиталась. Это уже хорошо. Знаю теперь, что влагозарядка почвы вокруг моего будущего дерева граната, дерева кустарника будет очень хорошо увлажнен. Выкапываю отводок. Вот какой, чем мне нравится отводок. Вот какая шикарная, хорошая корневая система. И помещаю воду с добавлением кремния калия. 2 колпачка, здесь 30 мл на 10 литров воды добавлено кремний калий. Это как раз очень хорошо для корневой системы будет и для того, чтобы еще в ближайшее время растение могло хорошо подготовиться к зимовке и нарастить корневую систему. Так как у меня суглинки, то я подготовила специально дерновую землю, хорошую землю. Она в прошлом году была засыпана в ящик, поливалась. Здесь хорошая земля, но я обязательно сюда же добавляю вот такая маленькая баночка от майонеза, половина баночки нитроамофоски. И вот где-то больше половины пол-литровой банки, вот такая тарелочка курника. Курник – это органическое удобрение, органика тоже нужна. Оно мне чем нравится, что оно специально сделано, что не сразу отдается, разлагается, а постепенно вот этот курник поступает, разлагается и поступает к корешкам. Тоже сюда же. И сейчас очень хорошо перемешаю эту почву и буду ее засыпать в ямку. В ямище целое. Саженец высаживаю на высоту, в которой он рос, как отводочек. А уже перед укрытием, перед зимовкой, еще будет присыпка. Но об этом будет отдельное видео. Сейчас, после того, когда я засыпала землю, еще раз поливаю. Поливаю вот это, что у меня раствор был, калий и кремний. Очень важные элементы здесь находятся в этой воде. Вода впитывается, подсыпаю, уплотняю, еще раз землю присыпаю. И вот так отводок граната, нашего любимого граната. Вот он, красавец. Гюляша розовый, где-то называют гюлоша. Нам нравится гюляша. Очень вкусный, красивый гранат. И нам он нравится, поэтому я решила еще одно к 2 деревам. Будет 3-е дерево-кустарник, потому что в Азербайджане у родственников мужа это дерево имеет высоту 13 метров и растет как яблоня. Здесь у нас на юге Украины, в Одесской области, такие посадки не пройдут, потому что последние зимы и будущие зимы будут достаточно холодные. Ну а о том, как я буду укрывать и что буду делать, следите за моими видео. Раиса Греченко на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы» рассказала и показала, как высажен саженец граната сорта гюляша розовая, который у меня получен с помощью отводка
И вот он высажен сегодня в знак Тельца, когда уже луна, полнолуние позади, высажен в открытый грунт. Удачи тебе, мое любимое дерево! Расти здоровым, красивым и радуй нас очень вкусными и урожайными плодами. А вам всего доброго! Удачи всем!